Приветствую наших зрителей. Сегодня мы поговорим с Анатолием Юницким, белорусским инженером, изобретателем, предпринимателем и, не будет преувеличением сказать, что визионером. Итак, Анатолий, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы начали свои разработки еще в Советском Союзе, после этого продолжили их в Беларуси, потом приехали в Россию, а потом перевезли компанию в Дубай. На данный момент все верно? Где-то немножко, да, похоже на правду, но не совсем. Но я тогда немножко расскажу и о себе, и о истории, как я стал изобретателем. Я начал изобретать еще в детстве, и моя изобретация начиналась с ракет. Я делал модели ракет. Наверное, в 7-8 лет, с первый-второй класс школы. Потом я вырос и уже до, можно сказать, главного конструктора и сделал даже трехступенчатую ракету. И даже садил мышку в качестве пассажира. Это в каком возрасте? Где-то 8-9 класс. И она на парашюте спускалась с высоты 2 километра, потому что ракета была трехступенчатая. И в третьей ступени сидела мышка. Я побоюсь спросить, а мышка выжила? Да, она потом убегала. То есть, я рассчитывал так, чтобы, конечно, она не пострадала. И мне это удавалось сделать. Поздравляю. Да, и, кстати, первая грамота для меня это был 10 класс. Жезказганский обком комсомола, а Жезказган это там, где Байконур, космодром. Была первая грамота за действующий космодром. Ракеты летали, и вот я занял первое место в конкурсе молодых изобретателей. Это был, по-моему, 66-й год. И тогда я задумался, а ракета-то хорошо или плохо, и понял, что она не подойдет для освоения космоса. А я уже стал тогда понимать, что индустрия, транспорт, и в первую очередь ракета, тоже транспорт, создают проблемы с экологией. Дело в том, что когда ракета стартует, то она сжигает сотни, иногда даже тысячи тонн топлива. Причем, когда ракета взлетает, она потом уходит на орбиту и идет, прорезает тоннель, причем наклонный такой, в атмосфере, и выжигает озон. Одна тяжелая ракета может выжечь больше 1 миллиона тонн озона. А именно озон защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения, и в озонном слое делается погода. Потому что он задерживает где-то 4% солнечной энергии, а это в сотню раз больше, чем вся индустрия выделяет. То есть влияние озона на погоду и климат на планете сильнее, чем вся наша индустрия. Так, давайте уточним. Вся вообще суммарная индустрия. Да, вся суммарная, планетарная индустрия. И тогда я понял, что я мечтал тоже и на Марс полететь, и читал много фантастики, освоения космоса, других планет. И я понял, что мои мечты несбыточные, потому что ракета для этого не годится. И я понял, что, во-первых, если говорить о недостатках ракеты, то у нее очень маленькая производительность. Надо вообще-то, если создать индустрию космоса, там транспортные перевозки должны миллионы тонн грузов в год и миллионы пассажиров, ведь надо же, там специалисты должны работать, обслуживать эту индустрию и так далее. Это, совсем другие должны быть возможности для геокосмических перевозок. Потом оказалось, что я тоже это посчитал еще школьником, тем более мне было интересно, я же сам ракеты делал, что коэффициент полезного действия, мы знаем, что такое коэффициент полезного действия, у ракеты меньше 1%. И безумная цена, стоимость, мы знаем современные цены, где-то 10 миллионов долларов за тонну. То есть не важно, что если эту чашку с чаем, она полкилограмма доставить в космос, но она будет стоить 5000 долларов. То есть все становится золотым. Как мы можем при такой стоимости перевозок что-то там серьезно делать? Ясно, что нет. Поэтому надо что-то найти такое, чтобы и объем перевозок можно было в 1000 раз больше, и чтобы коэффициент полезного действия не 1%, а, допустим, 99%. 100 не может быть, да? И чтобы это не вредило экологии, и чтобы это дешевле было, хотя бы в 1000 раз. Я так понял, что у вас есть какое-то решение. Да, так я его нашел тогда, когда потом я стал учиться в Тюмени, поступил в инженерно-строительный институт,
Ну, строительный, а потом перешел в инженерно-строительный. И моя первая специальность – это инженер путей сообщения по специальности автомобильной дороги. То есть я транспортник по образованию. И вот тогда, уже учась в институте, я не бросил свои мечты о космосе. Я нашел одно решение, оно простое очень, оно одно единственное. Так появилось общепланетарное транспортное средство, где есть ленточные маховики, они защищены в вакуумных каналах, где есть система магнитной подушки, линейный это двигатель. Это то, что используется потом вот в поездах высокоскоростных на магнитной подушке, о чем и Илон Маск там говорил, хотел их использовать в хайперлупе в частности. Да. То есть я тогда уже понял, что вот эти решения нужно здесь использовать. И я понял, что вот то направление, которое развивать, и там меня не пугало, а как мы вакуум в таком объеме создадим, а как мы через океан пройдем с эстакадой, а как мы горы пересечем, Анды и прочее, да? А где возьмем столько энергии или там материалов, я понимаю, я изобретатель, это все решаем. И фактически все вопросы мы сегодня решили. Да? Но оттуда стартовали все мои дальнейшие разработки. Почему я так подробно рассказал? Так. Что все дальнейшие разработки, они не просто взяли, упали откуда-то сверху, они вышли вот с этого проекта. Я стал думать, ну ладно, тогда надо как-то упростить эстакаду, удешевить ее. А я как раз изучал сопромат, там другие науки, которые позволяют строительную механику проектировать и строить. И я понял, что предварительная конструкция, напряженная конструкция, она более прочная и менее материалоемкая. И тогда я разработал эстакаду, которая буквально чуть ли не в 100 раз легче, чем если бы ее строили так, как традиционно. Да? И свел фактически эстакаду к одному рельсу струнному. А потом подумал, а если я на этот рельс я поставлю колесно-транспортное средство, так это будет дорога. Другая, более дешевая, более эффективная. И так от этого космического проекта отпочковалась струнная система. Это произошло давно, когда я был студент. И тогда я стал развивать и это направление. И понял, что направление освоения космоса, вынесения индустрии космоса и так далее – это светлое будущее. А это уже некий бизнес, который нужен сегодня, а не в светлом будущем. Да? И на этом проблема с финансированием этих работ, можно заработать деньги и, в общем-то, вложить в разработку вот той космической программы. И поэтому я параллельно стал развивать оба направления. Да, тогда давайте как-то поговорим уже про сегодняшний день. Да, так вот, он начался тогда еще. Сегодня мы с вами говорим в США, в Атланте. Вы сюда приехали или как исследователь, как инженер, как предприниматель? Как бы вы описали? Как бы все вместе, но опять эта история берет тогда начало, и тогда я просто продолжил. И когда я стал развивать это как бизнес, то, естественно, для того, чтобы все это разрабатывать, нужны инженеры, нужно научное исследование, нужна команда, нужны эксперименты, там, и нужны деньги. А как же без денег? И я где только не искал, мне все отказывали. Хотя были какие-то поддержки, я даже получал 2 гранта Организации Объединенных Наций. Мне в советское время еще Советский фонд мира даже поддержал, грант дал. Но это были очень маленькие деньги. А я продолжал разрабатывать, и это описано вот в моей книге «Инженер. Это история». Я продолжал разрабатывать фактически транспорт в одиночку. И вот на это поиск финансирования и поиск возможности масштабировать все это ушло у меня, наверное, лет 40, а может даже больше. Когда вы начали впервые пытаться реализовать это уже на Земле? В советское время. В советское время. Да, я создал Центр научно-технического творчества молодежи, это был 1988 год, и заработал свои первые $5 миллионов, если перевести на доллары. За счет реализации инноваций. Мы за 1,5 года реализовали моих инноваций около 100. Об этом даже фильм есть, он снят Беларусьфильмом, и он в интернете есть, и на русском, по-моему, на английском языке. Об этих инновациях. Потом Союз развалился, и пришел этот дикий капитализм. Вообще надо было выживать, и поэтому у меня там, появились магазины свои, какие-то первые заводики там небольшие, начал строить даже. Выпускал посуду керамическую у меня был, потом стал фермером, чтобы тоже как-то выжить и что-то зарабатывать.
Но у меня на жизнь-то хватало, а вот на эти разработки, развитие нет. Я понял, что это все не то. Это не то. Надо искать другие варианты, чтобы все-таки сосредоточиться на вот тех разработках, которые нужны всему человечеству. По моим сведениям, в конце 90-х вы пытались внедрить свои разработки в Красноярском крае. Да, это был конец 90-х, начало 2000-х. У меня тоже еще, по большому счету, ничего не было, кроме бумаг, анализов, статей. Но была картинок. поддержка местных каких-то властей? Я вышел на губернатора Красноярского края, генерал Лебедь Александр Иванович, да, он был губернатором, и он меня поддержал. И он сказал, России это надо. И еще тогда он рассказывал, насколько знаю, только стал президентом Путин, Владимир Владимирович, он ему рассказывал об этом проекте, это был 2001 год. И Лебедь стал моим первым крупным инвестором. И говорит, что надо строить, в том числе скоростную дорогу струнную, Норильск-Красноярск, чтобы работать на севере, жить в Красноярске на юге. Да? И об этом говорил и Путину, кстати. Тогда еще, это был 2001 год. Но потом, к сожалению, через несколько месяцев он погиб. И, естественно, я лишился этой поддержки. Но мы смогли построить первый полигон в озерах, но денег было немного, и поэтому мы сделали всего лишь короткую трассу, правда под уклоном 1 к 10, и там не наш Юнимобиль ходил, а ЗИЛ. Грузовик, который мы переделали и поставили стальные колеса. Потому что ЗИЛ можно было купить за пару тысяч долларов. Я понимаю. Просто это сложно себе представить. Да. Есть тоже фильмы, ролики сняты, да? И мы на этом полигоне отработали технологию, по крайней мере, начали исследовать, изучать. А можно ли по струне, по рельсу струнному ехать, а какая деформативность, какие износы, шумы, многие другие, какое сцепление колес, там много чего можно было исследовать. И к сожалению, наши потом недобросовестные конкуренты в 2009 году этот полигон уничтожили. Я все равно пытался добиться поддержки правительства. И, кстати, здесь тогда меня поддержал президент, тогда Медведев. Дмитрий Анатольевич был президентом. Он любил инновации, это правда. Да, и он даже, кстати, есть, опять же, снят репортаж с Госсовета по инновациям на транспорте, 2009 год, это был ноябрь, по-моему, где как раз Морозов, это губернатор Ульяновской области, а там проходил Госсовет, доложил об этом проекте, говорит, мы должны строить струнную дорогу, в том числе и Москва-Санкт-Петербург, скоростная дорога, будет дешевле в 5 раз, чем существующие дороги, и билет будет стоить $10, а не 100. Да? И тогда Медведев сказал, вот настоящая инновация, она нужна России. Это все закончится на словах. То есть, более того, это вызвало ответную реакцию недобросовестных конкурентов, потому что зачем такой конкурент? И я понял, что это тоже путь никуда не получится. И тогда я подумал, но ведь надо это простым людям, пользователям. И я сделал ролик и обратился просто к простым людям. И сказал, что эта инновация нужна ни моим министрам, ни президентам, ни олигархам. У них все хорошо. У них свои самолеты, свои виллы. Зачем это какая-то струнная дорога и все прочее? Это нужно нам, простым пользователям. Почему за струнной дорогой будущее? А уже к тому времени все расчеты были выполнены. Я же инженер, я ученый. Потому что она дешевле любой другой дороги. Даже дешевле канатной дороги. Она идет на втором уровне, отнимает земли. А автомобильные дороги сегодня мира и железные закатали в асфальт и похоронили под шпалами 5 территорий Великобритании. Можете представить, 5 территорий Великобритании под асфальтом? А эта земля стоит больше $100 триллионов. Она же изъята в биосферы. Там ничего не растет. Там нет зеленых растений, которые вырабатывают кислород, которым мы дышим, кстати. На автомобильных дорогах мира сегодня гибнет 1,5 миллиона человек в год. По статистике меньше, 1 200 000, но 1500 умирают потом в больницах после травм.
но их никто в статистику не относит. Поэтому не менее 1,5 миллиона и больше 10 миллионов становятся инвалидами и калеками в год. А умножьте на 100. Больше 100 миллионов человек погибнет. Назовите войны, чтобы столько гибло. Больше миллиарда станет инвалидами и калеками. Больше миллиарда. Так. Это то, а мы это можем избежать. Он может быть, там нет человеческого фактора, там противосходная система, там выделенный путь. Какие аварии? Я говорю, а с чем я обратился к людям? Так. Я придумал новый вид транспорта, Так. который даже мощнее, чем такой вид транспорта, как железнодорожный. И ниша у него больше в экономике мировой будет, чем автомобилестроение или авиация. Это очень, так надо говорить об этих не каких-то частных преимуществах, а вот этих общих, исходя из законов физики. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Вот то, что мы можем сделать, это вот как они вот по масштабу, по возможностям. И я пошел в краудинвестинг, когда финансирование толпой. И краудинвестинг это распространен во многих странах. Сейчас у нас где-то 700 тысяч инвесторов из 220 стран и территорий. Это больше, чем в Организации Объединенных Наций, там 190 инвесторов. Да, здесь побольше. Так? Мы сделали столько и в Беларуси, и в Эмиратах за эти деньги, что другие не могли сделать за 10 миллиардов долларов. Так мы же реально это все реализовали и показали, да? Так вот, поскольку это отрасль, то, как в любой отрасли, у нас есть пассажирские перевозки, грузовые перевозки, грузопассажирские перевозки, скоростные, высокоскоростные, да? То есть все ниши этих перевозок, перевозочного процесса. Так? И самое перспективное, я же опять же и пришел изначально к этому, нужны высокоскоростные перевозки. Они важнее всего на самом деле, потому что самое ценное, что у нас есть, это время. Высокая скорость позволяет экономить время. Высокоскоростные от скоростных отличаются. Где проходит грань? Ну, грань где-то, ну, она по-разному, 150-200 км в час. Это иногда 300. Это будет до них скоростная, хотя скоростной трамвай это 40 км в час. Ну, ни о чем. А его называют скоростным трамваем. Для меня где-то высокоскоростной это 300 км в час. Поэтому это больше 300 км в час. 400, 500 км в час, даже может быть 600. Высокая скорость, там нужно разгоняться комфортно, а потом комфортно тормозить. Так вот, если разгоняться с ускорением меньше, чем метр в секунду в квадрате, когда ты более-менее комфортно себя чувствуешь, да? Как То надо 10 километров разгоняться до 500 км в час. А потом, если тормозить, 10 километров тормозить. А потом, если какую-то часть пути ехать с расчетной скоростью 500 км в час, то получается 25 километров. То есть нам нужен участок земли 25 километров, чтобы построить высокоскоростное направление. Да? Потому что высокая скорость, там все по-другому. Это не низкая скорость. Там динамика своя, там, особенно когда конструкция, она не абсолютно жесткая, она достаточно гибкая. И вот динамика гибких систем при высокой скорости движения – это очень сложная наука. Но все эти проблемы мы решили, и все решения есть. Но участок земли мы не смогли получить. Получили только на короткие трассы. Например, в Беларуси участок у нас земли где-то длиной километр, поэтому мы построили там 5 тестовых трасс, и в том числе разгонный участок для высокоскоростной системы. Это реально снимок, это не фотошоп. Это высокоскоростная машина, но участок всего лишь 800 метров. Поэтому, естественно, там 50-60 км в час может развить скорость, не 500. А это уже другие типы, тут видно, другие типы машин и систем, которые в рамках низкоскоростных систем, подвесные, навесные, в любом случае это струнная система. А в Эмиратах у нас участок земли где-то длиной 2,5 километра, там мы уже построили одну трассу, уже ее тестируем, где мы можем скорость получить 150 км в час. И не смогли нигде, ни в Беларуси, ни в России, в других странах, и ни в Эмиратах получить
эти зимы, так это те причины основные, которые привели меня в США. Не надо думать, что здесь тоже землей разбрасываются и так далее. Но это все решаемо, если его можно купить. Мгм. В Беларуси не купишь и в России, например. Я понял. И в Эмиратах не купишь, здесь можно купить. Или взять долгосрочную аренду, или договориться с собственником земли, что стань инвестором, неси вот ее. Мы создали компанию здесь, и вот она будет от направления. Я думаю, это звучит вполне Именно реально. высокоскоростное. Не городское, не там грузовое с низкой скоростью и так далее, да. Это мы сделали там, в Беларуси, в Эмиратах. А именно высокоскоростное, которое можно сделать здесь. Мне выдали визу как экстраординарной личности, виза О1. Что-то не к одному выдают. Потому что у меня больше 200 изобретений, больше 20 научных монографий, больше несколько сотен научных статей. Так? Сделано столько, там, мы только спроектировали, изготовили на собственном производстве, испытали 15 моделей наших юнимобилей, совершенно разных. Городские, подвесные, навесные, высокоскоростные, грузовые. Назовите кого-то еще, кто бы это сделал. Без поддержки государства. Никого, наоборот, все только мешают. Нет, здесь, безусловно, есть масса возможностей, но у меня есть несколько вопросов по поводу именно местной специфики. Но известно, что в США автомобильное лобби, оно очень сильное, оно по большому счету похоронило американские железные дороги и общественный транспорт. Они победили в конкурентной борьбе. Это нормально. В честной конкурентной борьбе. Потому что железная дорога проиграла по нескольким факторам, которых, она и нам проиграет по этому железной дороге. Автомобиль, у него два преимущества. От двери до двери. Что поезд может прийти от двери до двери? Нет. И автомобиль может купить любой человек или семья. Вы можете поезд купить? Нет, но у него есть еще третье преимущество. А третье, то, что он дороже в 10 раз, себестоимость, это уже... Люди желают им обладать. Так поэтому, я говорю, что можно купить. Автомобильный транспорт. Думаешь, что это автомобиль? Нет, автомобильный транспорт – это дорога. Без дороги вы что, по болоту, по лесу поедете? Согласен. Дорога подошла к каждому дому. И когда струны дороги подойдут к каждому дому, то я тоже от двери до двери поеду. На электромобиле, который дешевле. Так вот, подвести к каждому дому струнную дорогу дешевле будет, чем проложить асфальт. Причем мы не отнимем на землю. При этом мы будем жить на втором уровне, или на первом земле, а на втором уровне будет приезжать транспорт. И не будет никому мешать. Это тоже все решаем. Поэтому здесь и мы не конкурируем с автомобильными дорогами и автомобилем. Так? Потому что, наоборот, мы поможем, вот, допустим, грузоперевозкам в США. Вообще основные грузоперевозкам. Основные грузоперевозки в США – это вот грузовики, контейнеры возят. Да, фуры. Кстати, это триллионный бизнес. Вот, да? Это, наверное, 90% всех перевозок осуществляется здесь. Ну, представляете, это фура едет по этим дорогам, пылит, газит, давит животных, иногда и людей убивает, да? И причем это все недешево. А представьте, что мы можем сделать такой подвижной состав, когда мы вот эту фуру вместе с ходовой, без самого грузовика, поставить нашу машину и привезти, допустим, из города в город, а дальше уже по городу развезет вот этот грузовик. Так мы же им поможем, а не помешаем. Они в этом будут заинтересованы. Они увеличат свой трафик. И это будет заинтересован пользователь, потому что дешевле будет стоить доставленный груз. Это да? Поэтому у нас есть и то, что мы можем предложить грузоперевозчикам. Производителям, безусловно, но самой индустрии водителей, грузовиков, дорогоукладчиков. Так он же останется, он же будет разводить по городу. Зачем из Нью-Йорка везти на грузовике в Майами или наоборот, вернее, сюда, в Атланту, фуру? Пусть оно там из порта привезет в терминал, мы поместим сюда, привезем сюда, а здесь по Атланте развезет грузовик. А вот эти 1000 километров мы зачем по автомобильным дорогам тащить это все? Мы дешевле привезем это же. Поэтому прицеп это останется, фура останется, грузовик останется, рабочие места останутся. Мы не мешаем. Наоборот, они могут даже цены поднять, потому что сказать, ребята, мы тут по городу возим, что-то как-то дешево, давайте мы хотим больше заработать. А для пользователя будет дешевле, потому что вот это большое плечо мы очень дешево преодолеем.
большое, а маленькое, оно будет и дороже. Под наоборот, им даже они будут заинтересованы в этом. И мы посчитали, что вот таких только дорог, чтобы вот закрыть трафик грузовых перевозок, ну, надо где-то 20 тысяч миль построить. 20 тысяч миль. Конечно. А сколько? Так, Я понятия не имею, сколько, но... подожди, ну автомобильных дорог за 100 лет построили, благодаря Форду. Но по одним данным 6 миллионов километров дорог. Это только по в другим США? 4 в США. Это только в США. Только в США. И почему, опять же, этот проект нужен в США? США действительно великая страна, в том числе в транспортной сфере. И она поставила рекорды. Я вот некоторые скажу в рекордах. В XIX веке начали строить на территории Соединенных Штатов Америки железные дороги, причем ударными темпами. И построили за достаточно короткий срок самую большую сеть дорог в мире. Это на территории Соединенных Штатов Америки. И я могу сравнить, допустим, с Россией, царской Россией, да? Там было несколько Когда... веточек всего. Нет, так вот смотри, здесь вовсю строят дороги в Соединенных Штатах Америки. А там некоторые выдающиеся люди, там, продвинутые, предлагали построить Транссибирскую магистраль. Москва, Владивосток. И правительство, и Министерство транспорта России отклоняло это предложение 18 раз. Какой мотив? Нужно развивать гужевой транспорт. Нет, подожди, по этим мотивам отклоняли. Я понял. Да, 18 раз. Так вот, пока там отклоняли, в США за 15 лет, с 80 по 95 год, по-моему, позапрошлого века, построили 175 тысяч километров железных дорог. Они связали побережье, Это насколько я знаю. Да неважно, это 12 транссибов, даже 15. Там, говорят, надо развивать гужевой транспорт, а здесь говорят, там мы будем строить. И построили 15 транссибов за 15 лет. Вы Но представляете, здесь никого решения не спрашивали, это все Не- были не, частные так- предприятия. Так неважно, но это было здесь сделано. Ну да, был. Да. Да? И что это дало Америке? Появились новые города, появилась промышленность, индустрия, и экономика поднялась на новый уровень. Так и есть. Она стала мощной индустриальной страной благодаря железным дорогам. Причем за очень, Да, очень за короткий короткое срок время. достаточно. 20 век, когда появился Форд. Хотя автомобиль, не надо думать, что до Форда не было автомобиля. Первая авария автомобильная была в конце 18 века. Две единственные машины в городе встретились, я слышал Это про это. не, это было потом, чуть ли не еще 100 лет. А это был конец то ли 1795 год, или была паровая машина, ну неважно, она Ага. все равно машина. И как-то водитель не справился там, примитивное управление, и врезался в склад как раз, где было пороховой какой-то, и котел взорвался и улетел. Вот была первая авария в конце 18 века. Форд через 100 лет с лишним стал свои производить автомобили, да? Но он масштабировал это и показал, что это нужно. Это нужно. И когда его спрашивали, а где твои автомобили нужны? И он говорил, вот закройте глаза, подойдите к карте мира, ткните пальцем. Вот куда вы попали, там автомобиль нужен. И он оказался прав, но не совсем. Но если ты попал в океан, ты же... Да? А я сейчас тоже говорю, где струнная дорога нужна? Я говорю, закрой глаза, подойди, карте, ткни пальцем, куда ткну, там и надо. И даже в океан попал, Я понял. а поверхность океана это где-то 3/4 поверхности планеты, да? Там тоже дорога нужна. И могу показать, допустим, проект струнной дороги. Это вот после того космического кольца, да, я начал разрабатывать еще... Подводное кольцо. Это вакуумный тоннель. Нарисован, наверное, больше 40 лет назад, лет 50 назад, не в обиду Илону Маску. Не он первый придумал эти вакуумные трубы. И более того, здесь труба Лондон-Нью-Йорк по океану на глубине 50 метров с нулевой плавучестью. Время в пути было 5 часов. То есть это направление тоже у нас в работе, но оно сложно, и опять же здесь нужны деньги крупные, поэтому, естественно, оно так факультативно этим занимается. Но все инженерные проблемы мы здесь тоже решили, кстати. Они здесь решены тоже.
В отличие от Хайперлупа, которые не решили проблемы, и сейчас фактически это направление закрыто, а зря. У нас есть решение, как и это направление продолжить развивать. Поэтому мы и по океану можем пройти. И с трудной дороги могут идти в тоннеле, в том числе под водой, с нулевой плавучестью. Причем они будут недорогие, это все тоже обсчитано. Все это обсчитано, осмечено. Мы знаем, сколько материала надо. Все эти, говорю, инженерные проблемы решены. Я уделил очень большое внимание аэродинамике высокоскоростных перевозок, и у меня десятки патентов только на это. Я придумал самые высокоаэродинамичные формы. Когда коэффициент аэродинамического сопротивления уже приближается к пределу теоретически возможному. И это продукт в трубе аэродинамической. То есть это не просто какие-то там теории, да, это мы... И вот эта машина, которую высокоскоростная я показывал, она именно сделана вот с этими аэродинамическими обводами. И, кстати, у меня запатентовано это и в США. Это же. Я получил патенты в Соединенных Штатах Америки на это. Ну, я не могу не заметить, что все эти проекты, они звучат как произведение какой-то фантастики. Скажите, пожалуйста. Ну, какая же фантастика это? А что, это физика 8 класса. Так или иначе, в начале нашего разговора вы упоминали, или что в детстве вы увлекались научной фантастикой. Кто повлиял на вас так, что подобные мысли Потому что я от фантастики перешел к делам. И я подумал, ой, ракета круто, а давай я попробую сам ее сделать. А не продолжал фантазировать. Поэтому я был бы футурологом или философом. Я понял. Вот как Циолковский. А Королев, допустим, Королев был практиком, и как фон Браун, который вот потом возглавил НАСА. Поэтому это практики, которые... Практика основана на теории, потому что без теории, без знаний физики, из других законов, там, математики, точных наук ты не сделаешь то, чтобы оно полетело куда-то, да, или работало так, как ты хочешь. Поэтому я люблю фантазировать, а потом я потом приземляю это все. То есть я сумел в себе несколько качеств реализовать. То есть я критик, я сразу начинаю критиковать свои решения. Говорю, да это глупость, как и вот Мюнхгаузен, говорю, это же глупость. А вместе еще другой оптимист говорит, а почему? Надо подумать. И вот этот внутренний спор, он идет во мне, его не видно. И вот благодаря этому потом появляется решение. А если я просто фантазировал, так ничего бы не было. Или просто критиковал, так я просто ничего бы не сделал. Понимаете? Так вот надо суметь вот эти все качества в себе сохранить. Так? Потом возвращаемся к Америке. Да? То есть она не просто так появилась. Этой стране это нужно. Как некоторые политики, ну, не буду имена называть, сказали, что надо снова сделать Америку великой. Но великой ее надо сделать не просто на словах, а на практике. Должна быть мощная программа технологическая. Вот как железная дорога 19 век, как автомобилестроение, авиация 20 век. Так вот, 21 век это могут быть струнные дороги, высокоскоростные дороги, которые могут быть тысячи километров, десятки, даже сотни тысяч километров построить, которые решают все логистические задачи, которые вернут природу в первозданный вид, которые не будут углеродный след там и прочее вот эти решать. Да? Это же самая зеленая технология на самом деле. Она же экономичнее Теслы в 5 раз. Это же тоже электромобиль, понимаете? Ага. Поэтому все эти транспортные проблемы, которые есть перед страной, перед экономикой, чтобы снова стать великой, они будут легко решены. Они решаемы. Но без того, что, допустим, мы сделали в скоростном транспорте грузовом в Беларуси или в Эмиратах, без строительства тестовых трасс, причем это исследовательские центры, инновационные центры, где Форду было проще, и Боингу проще, и Сикорскому проще. Почему? Они делали транспортное средство. Автомобиль – транспортное средство, самолет – транспортное средство, вертолет тоже. Что? Форд думал, из чего дороги делать? С асфальта, с бетона. А как мосты строить? Или, может, он думал, как гаражи строить? Или, может, думал над нефтепереработкой? Он делал только транспортное средство. Все остальное делали другие. А у нас надо делать все. Как? Без струнных дорог, без инфраструктуры второго уровня, без автоматической системы управления, без всех тех задач огромного количества, которые мы не решим. Если мы хоть что-то не решим, так это же никому не нужно.
Да, это может Оно быть же не такой будет комплексный работать. продукт, конечно же. Поэтому задача более сложная. И поэтому деньги нужны больше. Если просто машину, так она уже у нас есть. На нее столько денег не надо. Тут надо сделать всю инфраструктуру. Даже жилую показать и производственную, как она может по-другому, когда есть транспорт второго уровня. Там линейные города, я, кстати, вот грант ИОН получал на это. Линейные города пешеходного типа, когда транспорт наверху, а город пешеходный. Это струнный транспорт. Вот я даже, это больше 20 лет назад гранты получал от того. Так. Ну, в Америке хорошо понимаешь, какой бизнес. В Америке Из понимаешь, таких что такое примеров, бизнес. как Илон Маск, допустим, ну, полно здесь таких примеров. Ну, и в исторической ретроспективе, там, Генри Форд или там Сикорский, он, кстати, русский. Да, и ничего. Или Никола Тесла, Насколько я помню, хорват. Хорватии, да? Хорват. Так, то есть он все равно приехал в Америку, он не коренной американец. Да и тут нет коренных Нет, практически. для бизнеса да, здесь, да. безусловно, Да, всё и это собрано. национальность. Поэтому я человек мира в данном случае. Вот я хотел бы на этом как раз остановиться перед завершением нашей беседы. У вас на визитке написано, что вы инженер мира. Расскажите чуть подробнее о том, что это значит, что вы в это вкладываете. Я никогда с этим не сталкивался раньше. Да, но ведь когда вот это все придумал, в том числе это космическую вот систему для выноса индустрии в космос, я стал думать о других вещах. А что такое человечество, а что такое вот планета, не страна, не народ, там это, а вот планета, цивилизация, человечество, откуда жизнь появилась, а как это появилась цивилизация и все прочее. Почему я это делаю? В интересах не своих личных, и не в интересах какой-то группы людей, или, да, а вот всего человечества. И поэтому здесь у меня еще, я же доктор философии транспорта, я уже больше как философ стал рассуждать, а что такое есть наша цивилизация? И я понял, что на самом деле она инженерная. Нашу цивилизацию создали инженеры. И первый инженер – это тот, кто придумал, как зажечь костер. А у костра, а давай мы на костре мясо пожарим, а давай мы погреемся, там, а давай мы шкуру какую-то на себе, да? А раз свет есть, давай что-то нарисуем на стенке, там же, да? А если мы сидим и греемся, давай мы о чем-то поболтаем. Язык же оттуда появился, общение и так далее. Это все инженеры придумали, сделали. А потом колесо придумали, там стрелы, лук и прочее, потом пароходы, самолеты, ракеты, айфоны и много чего другого. Так это все создали инженеры. И их миллионы, или не десятки миллионов технологий. Потому что только патентов на технологии несколько десятков миллионов в мире, да? А не все инженерные технологии запатентованы. Поэтому вот эти инженеры, их тысячи поколений. Они безымянные в основном. Кто колесо придумал? Это инженер только мог. Да? Это же значит инженер, что надо инженерное образование. Это склад ума и поиск решений. Так вот решения, они инженерные, они именно в инженерии. Вот, то есть я правильно Вокруг понимаю, физики. что инженер мира – это то, как вы сформулировали ваше кредо? Да. Так я не говорю, там, я главный инженер мира, или там, я суперинженер мира, или как это. Я просто инженер. Но мира, потому что думаю о мире. Поэтому инженер с большой буквы и мир с большой буквы. Я понял. Мне искренне симпатичен ваш подход. Спасибо за эту беседу.